Вы меня иногда спрашиваете, почему ты не улыбаешься, раз ты такой счастливый в России. Все эти моменты, ну, скажем, отсутствие воды, отсутствие тепла, отсутствие света порою. Да не скажу, что всегда так, но это очень часто. Это не может не влиять, скажем, на твое просто настроение, да? И когда над головой твоей пролетают герани, ракеты, дроны, вы все, наверное, знаете из новостей, какая у нас обстановка. Хотя должен заметить, что в последнее время в новостях очень мало стали говорить про Белгородскую область. Я бы вообще, наверное, вернул бы, если бы можно было, вернул бы конец 80-х, и чтобы он так и остановился. 87-й, 89-й годы. Вот, и чтобы оно так и было. Икра зернистая, лососевых рыб соленая. Нерка. 03.08.24 год. В общем, баночка икры залежалась у нас в холодильнике и вздулась немножко. Это не сильно видно. В общем, никто ее есть не будет. Я в прошлый раз открывал такую баночку. Она, в общем, пахнет нормально, но понятно, что есть ее никто не будет. Ее ни кот ест, ни собака, ее едят только куры. Поэтому сейчас будем кормить курей красной икрой. Икра нерки. Немножко капнуло. Васька ест. Так, сейчас отдадим ее. Хотя она с виду, в принципе, неплохая икра. Но кушать мы ее не будем. Проверять мы это не будем. Типки, типки, типки. Кому красные корки? Кому красные корочки? Кому? Ну-ка, давайте. Опа. Вот. Вот это аппетит. Вот это аппетит. Молодцы. Надо яички собрать немножко. Нанесли. Ну, хорошо, все. Доедайте. Добрый день. Сегодня новый день настал. В общем, знаете, решил я посвятить это видео нашим дорогим хейтерам. Тем, которые говорят, что все плохо. Вот, так вот, это видео будет для вас. И в этот раз я надеюсь, что... И в этот раз я думаю, что вы во многом найдете для себя утешение в своей больной душе и успокоитесь, может быть, навсегда. Вот, может быть, позлорадствуете в очередной раз. Вот. Но это видео конкретно, конечно, для вас. Значит, о чем я хотел бы рассказать. Вы знаете, наверное, меня сподвигло, вообще к этому ролику меня сподвигло одно событие, а это именно приезд еще одной семьи из Германии, которые переехали буквально вот неделю назад, наверное. Уже успели захватить они, наверное, не знаю, мы с ними еще не виделись, хотя мы их знаем лично. Не знаю, успели они захватить, зацепило их или не зацепило отключение света. Но я думаю, что еще зацепит в любом случае. Потому что такие события, как отключение света, они у нас бывают сейчас часто в нашей степи, в нашей местности. Вот, значит, приехала семья из Германии, вы знаете. И вот на фоне всех событий, которые сейчас происходят, а происходят события, вы знаете, наверное, не хуже меня, из телевизора какие события происходят. Вот вся эта напряженная обстановка, к тому же у нас на границе. Я сейчас не говорю про Иран и Израиль, Дубай и все остальное. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. Наверное, поэтому, да, мы будем говорить
сейчас о обстановке конкретно у нас. А наша обстановка, ребята, она напряженная. Живем мы на границе. Вы все, наверное, знаете из новостей, какая у нас обстановка. Хотя должен заметить, что в последнее время в новостях очень мало стали говорить про Белгородскую область. И это не обидно, а это просто как-то, не знаю, наверное, это просто превратилось в какую-то рутину. И все эти события, их просто перестают замечать люди. Я думаю, что это входит в норму жизнь приграничья, а в приграничье жизнь беспокойная. И если вы знаете, вчера губернатор наш Гладков об этом писал. Допустим, вчера тоже, вот за вчерашний день погибли двое. Молодой человек ехал на мопеде, по-моему, или на скутере он ехал. И в него дрон влетел, он погиб. И погибла молодая девушка, которая, по-моему, ехала на своем автомобиле. В нее влетел дрон, то есть эти дроны бьют по мирному населению. И она погибла от множества осколочных ранений. Причем, по-моему, даже она сгорела в машине. Вот, вы меня иногда спрашиваете, почему ты не улыбаешься, раз ты такой счастливый в России. Я думаю, это пишут люди не от большого ума, потому что любой адекватный человек должен понимать, что улыбка — это не показатель счастья, и отсутствие улыбки не показатель несчастья человека. Почему? Потому что в Европе, допустим, принято улыбаться, просто принято улыбаться, если даже на душе у человека тяжело, там просто принято это. Вот, как в Америке принято спросить, как у тебя дела. Просто дежурная фраза, дежурный вопрос. Это не говорит о том, если вы приедете в Россию, то вы заметите, что у нас люди, они немного улыбаются, скажем, да. Я думаю, это просто особенность менталитета, но сейчас не об этом. Я хотел бы сказать, что да, действительно есть повод меньше улыбаться, когда ты живешь на границе. На границе с Украиной в данном случае. И когда над головой твоей пролетают герани, ракеты, дроны и различные беспилотные летательные аппараты, БПЛА. Когда ты уже их различаешь по звуку, наши, не наши, по звуку бабахов, учишься разбирать прилет или улет и так далее. Это все не может не огорчать обычного мирного человека, да? И вот, несмотря на это, к нам едут достаточно много людей, людей из Германии в том числе. Но наряду со всеми вот этими еще трудностями и проблемами, которые у нас связаны вот с нашим приграничьем, также у нас часто просто банально не бывает света. Вот вчера, например, у нас не было света, я не знаю, наверное, несколько часов. В общем, включили в 5 вечера, да, с раннего утра до 5 вечера не было света. Также, допустим, на той неделе у меня сломался газовый котел. Сейчас должен приехать мастер, его ремонтировать. Он его делал, но там, в общем, сложно. Там нужно дальше еще заняться. Он сказал, если что, то будем дальше делать. Там расширительный бачок полетел, его надо будет поменять. То есть расширительный бачок полетел, упало давление. И в этот момент я приоткрыл краник, чтобы добавить воды в систему. И моя последняя вода ушла наоборот в систему. То есть из моей системы ушла в водопровод. Вот. Ну и в принципе мы остались на 2 дня без отопления. Было еще прохладно, поэтому это было весьма заметно. Все эти моменты,
ну, скажем, отсутствие воды, отсутствие тепла, отсутствие света порою. Это не скажу, что всегда так, но это очень часто. Это не может не влиять, скажем, на твое просто настроение, да? Когда мы, люди современные, мы привыкли просто жить. О, Васька прибежал, качается на качелях. Когда мы привыкли к комфорту, и для нас само собой открыть воду, чтобы потекла горячая, чтобы она вообще потекла, вот, а потом еще и повернуть в другую сторону, и чтобы горячая пошла. Для нас вполне естественно включить выключатель, выключатель, и чтобы свет загорелся. Вот, это вполне нормально. И когда этого нет, естественно, ты напрягаешься. Плюс ко всему, друзья, нам сейчас заблокировали Telegram. Не знаю, Telegram обещали оставить в приграничной зоне, чтобы он работал до окончания СВО. Но Telegram у нас не работает. То есть мы им пользуемся только благодаря прокси, VPN и всем вот этим средствам, что тоже очень непонятно. И это все тормозит работу оповещения нас. Оповещения всегда приходили, очень быстро приходили, мгновенно. Вот, и сейчас с этим делом стало сложнее. Что-то гудит там в воздухе. Походу что-то летит опять. Вот. Все оповещения приходили по телеграмму. Вот. Сейчас он не работает, поэтому никаких оповещений нет. Да, что-то летит. Что-то летит где-то далеко. Ну да ладно. Блокировка Ютуба, блокировка Телеграма. WhatsApp, да, он 100 лет не нужен был. Да, что-то летело, слышите, бабахнуло. В общем, вот это наша повседневная жизнь такая, когда что-то взрывается где-то, куда-то пролетает, кому-то отрывает ноги, кто-то погибает, кто-то сгорает. Это все, друзья мои, приграничье. Чтобы вы знали и сюда не ехали опрометчиво. Вы знаете, я как глава семьи несу ответственность за свою семью. И вы знаете, я своим домашним говорил, что если вы надумаете куда-то переехать, я вас перевезу отсюда. Продадим дом и переедем. Но у них учеба. Всем здесь нравится. В принципе, нравится мне здесь тоже. Я не скажу, вот это все вот я говорю, я не говорю, что мне теперь здесь не нравится. А мне нравится здесь очень классно. Еще в других регионах снег лежит и холодно. А у нас сегодня, наверное, плюс 16, наверное, не знаю, где-то так. Тепло, климат, все растет. У нас персики в том году какие выросли. Абрикосы растут. Яблоки, сливы, груши, все растет. Это просто классно. Вот море. Ну, море далеко, но можно съездить. А в то же время нет раскаленного такого лета, когда невозможно выйти на улицу. То есть у нас всегда жара, но она терпимая, нормально. Кондиционер, в принципе, спасает, если уж прям сильно жарко. Все растет, недостатков с водой нет. Плюсов много. И нам нравится этот регион, нравится уклад жизни здесь, люди нравятся. Да, в принципе, плюсов больше. Вот, но я для чего это хотел вам сказать, что есть минусы. И минусы вот такие вот, ребята, чтобы вы знали. Если вы выберете наш регион, опираясь на все плюсы, вы должны знать о его минусах. Почему приехала семья, которая приехала сейчас? Это люди верующие. А люди верующие, они безумны Христа ради. Знаете, так в Библии сказано, в Новом Завете. Мы безумны Христа ради. Почему? Да потому что если Господь ведет тебя, ты порой принимаешь кажущиеся безумными решения. Но когда ты четко понимаешь, что это тот путь, которым ты должен идти, который тебе Бог назначил,
Ты просто этим путем идешь и понимаешь, что это твой путь. Это твой путь, тебе нужно его пройти. Если бы изменились, скажем, какие-то обстоятельства, я думаю, я бы запросто... Во-первых, я легкий на подъем. Несмотря на то, что мне здесь очень нравится, я вижу, что здесь и небезопасно в каком-то плане. Хотя знаю, опять же, да, мы охраняемы Господом, мы под Его защитой. И для тех, кто знает 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Почитайте этот. Живые помощи, по-моему, называется в православии этот псалом. В общем, этот псалом, он действительно работает здесь. Он работает для тех, кто надеется, кто призывает Бога, он работает. И это не просто какое-то, знаете, там самовнушение, граничащее с каким-то язычеством таким, что-нибудь себе выдумал, там, башка какого-то, и надеюсь, да, глядишь, смотри, здесь помогло, здесь не помогло. Нет, это реально работает, потому что это живой Бог сказал, создатель всей вселенной и Творец. Он сказал это, и я вижу, как это работает. Бог хранит надеющихся на Него везде, где бы ни были. Но я хотел вам также рассказать о том, как все-таки небезопасно, когда ты не знаешь Бога, небезопасно жить вот в таком регионе, да еще и возле границы. А мы от границы очень недалеко. Опять что-то летит. Летит высоко, и слышно, что жужжит мотор в воздухе. Его не видно. Почему не видно? Потому что они порой очень высоко. По петухам можно определить. Петухи же, они следят сразу, они видят, у них зрение у птиц более острое. И когда они видят там коршуна где-нибудь еще высоко в небе, они уже предупреждающий такой звук делают, и куры все сбегаются. Вот они, мои курочки, гуляют. Скоро все эти деревца начнут цвести. Снова радость. Там вы видите, курочки копаются в пепле. Там был костер, и они там сейчас находят себе грязевые ванны. Для них это тоже очень важно. Вот они ходят, гуляют, ищут, может быть, что-нибудь найдут. Но хочу сказать, что здесь еще недолго, не скоро будет расти трава. Почему? Потому что они все выклевывают под деревьями вот здесь. Здесь, где закрыто, здесь уже немножко и травка где-то появляется. Вот видите. Травка появляется. Вот, а так, конечно, еще не скоро до зарослей. Но они будут. Заросли обычно такие, что будь здоров. Да, Вася? Вася. Так что, друзья, я хочу вам сказать, что, конечно, если вы собираетесь переехать в нашу область, эта область замечательная. Все поля обрабатываются. Очень много плодовых деревьев. Очень замечательный климат. Ну, вот эта зима у нас холодноватая была. Но в целом здесь климат классный. Но обычно нет таких зим холодных. Поэтому если вы решитесь переехать к нам в нашу область, знаете, звучит, я понимаю, примерно так, как будете у нас на Колыме, заезжайте, заходите, да? Да, то есть нужно хорошо взвесить, нужно хорошо подумать, согласны ли вы, хотите ли вы, нужно ли оно вам. Что бы я рекомендовал? Ну, наверное, в целях безопасности переехать в другой какой-то регион. Опять же, есть такие моменты, о которых мы с вами говорили в прошлых роликах. Это момент глобализации,
цифровизации, и вам этого не избежать и в России. Мы тоже идем этим путем, и это не всем нравится. Это не всем нравится. Хотелось бы, знаете, как в том стихотворении сказать: остановись мгновение. Я бы вообще, наверное, вернул бы, если бы можно было, вернул бы конец 80-х, и чтобы он так и остановился. 87-й, 89-й годы. Вот, и чтобы оно так и было. Можно было бы спокойно, мирно жить, и безопасно, и развиваться, и, в общем, это был расцвет Советского Союза. Да, какие-то проблемы были, конечно, но сейчас почему-то именно это время все вспоминают с ностальгией, с такими теплыми чувствами. Даже если вы зайдете на какой-нибудь сайт, где, скажем, просто музыка, и там почитаете комментарии разных людей на разных языках, которые оставляют комментарии на разных языках, то вы увидите, что очень многие ностальгируют по тем временам и говорят, что это были лучшие времена. Так, у нас ветерок, я не знаю, наверное, будет задувать мне микрофон. Смотрите, какая красивая сливка. Красавица, просто красавица. Просто красавица. Пушистенькая такая стала. Мы ее сажали маленьким саженцем. Здорово. Вот. Ну что ж, друзья, наверное, я на этом закончу ролик и пойду заниматься делами. В общем, с вами хотелось поделиться этой информацией. Да, хейтерам, конечно, хотелось бы сказать напоследок, что вы можете, конечно, порадоваться вот чему-то. Порадоваться, как обычно, тому, что, я знаю, вы ждете, прям многие ждут, прям, чтобы нам стало здесь плохо. Задумайтесь о своем сердце. Мне удивительно просто люди, которые такое пишут, чем они живут вообще. Столько злости и столько злорадства. Кто-то подскользнулся, где-то упал, кому-то больно, кто-то потерял работу, здоровье, а у них злорадство. Это больные люди. Задумайтесь над этим и исправьте пути ваши, пока не поздно. Что-то там жужжит опять. Я сделал канал сейчас в ВК, ВКонтакте. Для тех, кто хочет смотреть ВКонтакте, тоже будет такая возможность. Есть мой рабочий канал. А для тех, кто хочет поддержать нас материально, вы можете купить нашу коптильню горячего и холодного копчения. Можете приобрести себе колонку для сада, для полива сада, огорода. Вот. Все это можно найти на канале Пикник Дача Сад. Канал в Телеграме, в Ютубе и сейчас уже тоже сделал на ВК. Всем всего доброго, друзья. Если кто-то сюда собрался, пишите в личку. Может, какие-то есть еще вопросы. Что-то подскажу, расскажу. И думаю, что отвечу вам на ваши вопросы. Все. Всем всего доброго. Ветер поднимается. Я думаю, у меня микрофон будет шуметь от ветра. Всем всего доброго. До свидания. Пока-пока.